Около месяца назад многие пользователи Fusion столкнулись с такой особенностью, что при его запуске он тут же отключался. Итак, в этом видео я покажу вам одну встроенную сервисную утилиту, которая поможет решать некоторые проблемы с Fusion. Если данная информация была полезной, то можете сказать мне спасибо рублем на Бусти. Ссылочка будет в описании. Ссылочку на данный сайт я оставлю под данным видео в описании. Итак, сервисная утилита. Ее менюшка выглядит данным образом. Итак, вызывается она самым простым способом. Мы зажимаем Ctrl-Shift в среде Windows и двойным кликом по ярлыку на рабочем столе кликаем по фьюжику и, собственно, запускается данная сервисная утилита. Второй способ запуска данной сервисной утилиты – это из среды Windows в панели установки и удаления приложений. Рядом с Fusion найти кнопочку «Изменить», нажать на нее, и появится данное сервисное приложение. Что же будет здесь интересно? Итак, здесь самые интересные будут, наверное, первые вот эти кнопочки Repair Fusion и Reset Fusion. Итак, Reset Fusion, он, по сути, скинет весь локальный кэш, после чего можно нажать Launch Fusion. Так, где это? Вот кнопочка здесь. И Fusion попробует запустить себя. Соответственно, если после данной кнопочки Fusion не запускается, опять появляется какая-то ошибка непонятная, то здесь уже можно нажимать на кнопочку Repair Fusion, и он заново установит его с сервера Autodesk. Возможно, были пропущены или удалены какие-то файлы, библиотеки. Соответственно, данный инструмент поможет все это восстановить. Если пройти здесь по ссылочке, соответственно, здесь есть некоторые дополнительные уточнения в данной таблице. Здесь можно почитать о том, что говорится, что, например, при данной процедуре все ваши локально сохраненные файлы где-то останутся нетронутыми. Это видео совсем коротенькое, поэтому я его заканчиваю. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.